Тысячи корейских солдат в Украине, пожар на нефтебазе, который видно из космоса, и новые законы Лукашенко. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. И нашим, и вашим Индия стремится стать лидером в сотрудничестве с РФ. Очевидно, что Россия использует Индию, Индия использует Россию. В случае победы Трампа на выборах Украине будет прекращена финансовая помощь. Он позвонит Путину и скажет ему: «Хватит». Лукашенко урезает социальные гарантии, но не всем. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал, и все это очень важно. Ну а мы пока начнем. Корейские солдаты проходят подготовку в России перед отправкой на фронт, пишет Вашингтон-Пост. Северокорейские офицеры уже прибыли на оккупированные Россией территории Украины, чтобы наблюдать за российскими войсками и оценивать обстановку на местах. Сообщил об этом представитель украинской военной разведки на условиях анонимности. Но, по его словам, украинские войска пока не встречали северокорейские подразделения на фронте. А Институт изучения войны, ссылаясь на украинского чиновника, добавил, что таких боевиков прибыло уже несколько тысяч. Российское военное командование может перебросить их на линию фронта в Украине до конца 2024 года или в приграничные районы России, чтобы освободить российские резервы для участия в боевых действиях на территории Украины. Как отмечает источник The Washington Post, точное место развертывания военных из КНДР остается неизвестным. Один из рассматриваемых вариантов – их размещение в российских приграничных областях, что позволило бы освободить больше российских сил для боевых действий в Украине. Украинская разведка считает, что это может значительно повлиять на военную ситуацию. Индия заняла второе место среди крупнейших поставщиков критически важных технологий в Россию, пишет Bloomberg. Издание сообщает, что в апреле и мае Индия экспортировала в РФ запрещенные товары, включая микрочипы, электронные схемы и станки, на сумму более 60 миллионов долларов. Это почти в 2 раза больше, чем в предыдущие месяцы. В июле экспорт подскочил до 95 миллионов долларов. И по последним данным, около 20% стратегически важных технологий, используемых российским ВПК, поступают через Индию. Кроме того, Индия стала главным покупателем российской нефти, но первое место по объему поставок запрещенных товаров по-прежнему удерживает Китай. Об этом мы поговорили с экспертом, который может одновременно следить за множеством параметров рынка и тенденций. Инвестиционный банкир Сергей Фурса отвечал на наши вопросы. Очевидно, что Россия использует Индию, Индия использует Россию. Очевидно, что Индия демонстрирует свою нейтральность публичную и поэтому идет на кооперацию с Россией. Как будут реагировать западные страны на это? Как в случае с Китаем и с Турцией, будут сначала изучать матчасть, а потом говорить о санкциях. О том, чтобы, если есть возможность упредить такие сделки, они будут пытаться по ним. Сейчас, я думаю, это стадия изучения. Будет ли влиять политический фактор на решение по Индии, мы не знаем. Ну, во-первых, России нужно продавать нефть, это ключевое. То, что заработок проблематичен в выводе, это говорит о сложностях и о дороговизне этих отношений. Но так или иначе, мы видим, например, в этих операциях, что частично они могут использовать рупии. Частично, наверное, просто дорогостоящая конвертация происходит. Частично взаимовыгодная торговля. Журналисты подчеркивают, что западные союзники Украины обеспокоены тем, что их обращения к индийским дипломатам по этому вопросу остаются без ответа. Министерство иностранных дел Индии также не предоставило комментарий на запрос издания Bloomberg. Ковер над Казанью. Сегодня утром российские СМИ, ссылаясь на Росавиацию, сообщали о временном закрытии аэропорта Казани. Полеты были приостановлены, рейсы не принимались и не отправлялись. Позже стало известно, что в аэропорту был введен план «Ковер», что обычно связано с угрозой для безопасности воздушного движения. В соцсетях писали о возможной атаке дронов.
По данным Росавиации, ограничения на работу аэропорта уже сняты. Во время их действия 6 самолетов были перенаправлены на запасные аэродромы в Самаре, Ульяновске и Нижнекамске. План «Ковер» активируют в случае угрозы для самолетов или нарушения воздушного пространства. При этом Казань находится более чем в 1000 километров от украинской границы. Пожар, который видно из космоса. На оккупированной территории горел склад горюче-смазочных материалов. Украинские силы обороны нанесли удар по складу ГСМ в оккупированных Ровеньках Луганской области, сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины. На объекте вспыхнул пожар, и его последствия уточняются. По информации местных источников, это не первый случай атаки на нефтебазу в Ровеньках. В мае 2024-го тоже сообщалось о пожаре на этом объекте. Тогда погибли 4. Оккупационные власти заявляют, что удар нанесли с помощью беспилотников и что загорелась емкость с топливом. На этой базе хранились нефть и нефтепродукты, которые поставлялись в том числе и для нужд армии РФ. Местные телеграм-каналы публикуют видео пожара, а NASA Firms, отслеживающий пожары по всему миру, зафиксировал возгорание в этом районе. Лукашенко подписал 2 новых закона. Один из них урезает социальные гарантии для населения, а второй регулирует выплаты военным пенсионерам, проживающим за границей. Первый закон об изменении законов по вопросам занятости населения. Он ужесточает требования для получения пособия по безработице и сокращает сроки его выплаты. Пособие смогут получить только те, кто зарегистрировался в службе занятости в течение месяца после увольнения и проработал не менее 5 лет с уплатой взносов в фонд соцзащиты. Срок выплаты пособия сокращен с 6 до 3 месяцев, а нахождение на учете в службе занятости с 18 до 12 месяцев. Также вводится квотирование рабочих мест для людей с инвалидностью и расширяются гарантии для людей предпенсионного возраста и тех, кто прошел реабилитацию после алкоголизма и наркомании. Второй закон касается военных пенсионеров, выехавших за границу. Он гарантирует продолжение выплат пенсий тем, кто служил в СССР или Беларуси, а также членам их семей, если пенсии были назначены в период действия международных договоров. Спикер Палаты представителей США, республиканец Майк Джонсон, выразил надежду на победу Дональда Трампа на президентских выборах, заявив, что экс-президент сможет положить конец войне в Украине, что сделает дальнейшую помощь Киеву ненужной. На вопрос о возможном продолжении поддержки Украины Джонсон ответил, что не видит необходимости в дальнейшем финансировании. Если на выборах победит Трамп, то я верю, он действительно сможет положить конец этому конфликту. Я действительно верю в это. Я думаю, что он позвонит Путину и скажет ему: «Хватит». Ранее именно он задерживал принятие пакета помощи Украине и союзникам США на $61 миллиард, но в апреле предложил собственный законопроект, который был одобрен. Ранее именно Джонсон был источником или причиной задержки финансирования для Украины, и об этом мы расспросили человека, разбирающегося в экономических процессах. Действительно ли США теряет так много? Инвестиционного банкира Сергея Фурсу. Это риторика, абсолютно риторика предвыборной кампании. Позиция трампистов, что America First, они должны деньги тратить на Америку. Соответственно, они выступают против тратить деньги на Украину. Вот и все. Это исключительно контекст политической борьбы, и не надо делать какие-то долгоиграющие прогнозы, как это будет влиять на послевоенную Украину, на поддержку и так далее. Сейчас это ровным счетом просто политические заявления в момент предвыборной кампании. Это ничего не значит на данный момент. Это повторяет старые позиции трампистов и абсолютно ничего не означает. Есть небольшое позитивное влияние на экономику ряда штатов от оборонных заказов, которые увеличились и выросли по сравнению с довоенным периодом. Но это влияние лимитировано, оно исключительно такое сегментированное в конкретных округах, в конкретных штатах. В принципе, на экономику США влияния не оказывается никакого. Ситуация в Конгрессе может измениться в пользу республиканцев после выборов в ноябре 2024-го, что может еще больше усложнить процесс финансирования Украины. Дональд Трамп, республиканский кандидат в президенты, неоднократно заявлял, что завершит войну в Украине до того, как вступит в должность, и предупреждал о риске Третьей мировой войны в случае победы Камалы Харрис.
Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Жду ваших лайков, комментариев, репостов. Жду, что вы подпишетесь на канал, если этого еще не сделали. Ну а у меня на этом все. До встречи и хороших вам новостей.